Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. А в этом видео я хочу вам показать мастер-класс на вязание вот такого вот зайчика. Рост этого зайчика у меня получился 25 сантиметров, если считать без ушек, от ножек до макушки, и 33 сантиметра, если считаем еще и его ушки. Вязала я из плюшевой пряжи. Если вы будете вязать из другой пряжи, соответственно, у вас размеры будут другие. Все лапки у игрушки сделаны на нитяном креплении, чтобы они могли поворачиваться. Ножки также поворачиваются. И я это сделала для того, чтобы она могла сидеть. Правда, она сейчас еще пока не особо устойчиво сидит самостоятельно, надо немножко ловить баланс. Ну, это связано с тем, что у нее пока еще нет хвостика. Это у меня прямо какая-то проблема уже. Я все время забываю хвостик. Вот я начинаю снимать мастер-класс, и я без шуток поставила себе напоминание, что не забыть связать хвостик. Прямо я не знаю, почему у меня такая с ним беда. Ну вот как-то так. Вооружайтесь плюшевой пряжей, хорошим настроением. Ну и давайте приступим к мастер-классу. Давайте расскажу, что нам сегодня понадобится. Конечно же, пряжа. Я буду вязать из плюшевой. У меня Ернар Дольче. Вот такой у него цвет, 776, очень нежный, очень приятный цвет. Так, кроме пряжи, нам сегодня понадобится крючок. Я уже по традиции использую для плюшевой пряжи номер 3,5. Также я приготовила для себя маркер. Я использую обычно ниточку обычную, контрастного цвета. У меня, конечно, не особо контрастная сегодня, но все равно отличается. И нам понадобятся глазки. У меня они вот в таком вот боксе. Отдельно к ним идут заглушки. Для данной игрушки я использую глазки 8 мм. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и давайте уже приступим к вязанию. Предлагаю начать вязание зайчика сначала, а именно с головы. Но прежде чем начать что-либо вязать, я подготавливаю пряжу. Плюшевая пряжа у нас очень сильно осыпается, если вот здесь кончик у нас свободный, поэтому приходится ее постоянно подпаливать. Так, вязание мы начинаем с колечка амигуруми. Для тех, кто не знает, как оно делается, показываю очень медленно. Кладем рабочую нить. Рабочая нить — это та ниточка, которая у нас выходит из клубка. Так, повторю на всякий случай. Кладем ниточку на пальчик, обворачиваем ею вот так вот крест-накрест. С этой стороны вводим крючок и вытягиваем рабочую ниточку сюда, направо. Вот у нас сейчас образовалась петелька на крючке. И через эту петлю провязываем рабочую нить. Все, у нас здесь теперь колечко амигуруми. И в него мы провязываем 6 столбиков. Вяжем 6 столбиков без накида. Если данное видео смотрят совсем еще начинающие вязальщицы, совсем еще новички в этом деле, я вам советую посмотреть на моем канале другие видео из плейлиста для новичков. Они так и называются: колечко амигуруми, столбики с накидом, без накида. В общем, вы по описанию их сразу найдете. Можете посмотреть там, как вязать данные элементы. Так, у нас дальше идет второй ряд, и здесь мы вяжем 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы вяжем 2 столбика. Так, я довязываю 5-ю прибавку, и у меня осталась еще одна, 6-я прибавка. Подтягивайте ниточку, если у вас разъезжается вот это колечко. В этом месте я обычно для себя ставлю маркер, чтобы дальше уже не задумываться о начале ряда. В 3-м ряду мы вяжем 1 столбик и в соседнюю петлю вяжем 1 прибавку. И эту комбинацию мы чередуем 6 раз до конца ряда. 1 столбик, в соседнюю петлю 1 прибавка, то есть 2 столбика. В следующую петлю 1 столбик, в следующую 1 прибавка.
Так, вяжем до конца ряда, и в этом ряду у нас получается 18 столбиков. Довязали третий ряд. Здесь у нас, напоминаю, 18 столбиков. И в следующем ряду мы не делаем никаких прибавок, а провязываем эти 18 столбиков без изменения. Провязываем просто 18 столбиков без накида. Переходим к пятому ряду, и здесь мы вяжем 2 столбика. Первый, второй. И в следующую петлю делаем прибавку. Вяжем 2 столбика в одну петлю. Эту комбинацию мы провязываем опять же 6 раз до конца ряда. И сейчас в ряду у нас должно получиться 24 столбика. Провяжите ряд до конца, и снова с вами встретимся. Вяжем 2 столбика и прибавка. Довязали пятый ряд. Сейчас у нас здесь 24 столбика. И следующий ряд мы также провязываем без изменений. 24 столбика. Далее у нас идет седьмой ряд. И здесь мы снова делаем прибавки. На этот раз через 3 столбика. Вяжем, смотрите, 3 столбика. Первый, второй, третий. И в следующую петлю делаем прибавку. И повторяем это же самое снова. Первый, второй, третий. В следующую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, и у нас получается 30 столбиков в ряду. Напоминаю, что сейчас в этом ряду у нас 30 столбиков, и следующие 5 рядов мы провязываем без изменения. В каждом ряду у вас будет 30 столбиков. Давайте провяжем их самостоятельно. Итак, я провязала 5 рядов по 30 столбиков. Сейчас у меня вот такая получилась деталь. Дальше мы начнем делать убавки, поэтому самое время поставить глазки. Сейчас у нас здесь провязано 12 рядов, а глазки мы ставим между 8 и 9. То есть нам нужно отсчитать 4 ряда назад. Первый ряд, второй, третий, четвертый. Вот у нас тот ряд, где мы должны поставить глазки между 8 и 9 рядом. Глазки устанавливаю так, чтобы между ними был промежуток 2 столбика. Но 2 столбика это уже то, что мы видим, поэтому когда у нас глазки прижмут пряжу, у нас немножко тут скроется. Поэтому вот пропускаю 1, 2, 3. Вот, между глазками у нас осталось 2 столбика, 1 и 2. Осталось их теперь закрепить на безопасное крепление. Я положила для фона черную ткань, иначе я думаю, что вы не видите ни один столбик из такой светлой пряжи. Хотя я уже старалась выбирать такую, чтобы было комфортно и видно все. Но насколько я могу судить по камере, не очень было хорошо видно. А сейчас мы будем делать убавки. Чтобы у вас не было вопросов и все могли с ними справиться, решила вам немножко помочь с помощью фона. Я надеюсь, что так видно лучше. Итак, дальше мы делаем убавки. И для этого провязываем в 13 ряду 3 столбика. И делаем убавку. Заводим крючок под петлю, вытягиваем рабочую ниточку. Дальше в соседнюю петлю делаем это же самое. И на крючке у нас 3 петли. Захватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли на крючке за один раз. Давайте свяжем еще одну убавку. Вяжем снова 3 столбика. Дальше идет убавка. Ввели крючок, вытянули рабочую нить. В соседнюю петлю ввели крючок, вытянули рабочую нить. И за один раз провязали все 3 петли на крючке. Так мы вяжем комбинацию из 3 столбиков и убавки до конца ряда. Всего у нас должно получиться 6 таких повторений. И в ряду у нас получается 24 столбика. Так, далее у нас идет 14 ряд. Здесь мы также делаем убавки, но теперь через каждые 2 столбика. Вяжем 1 столбик, рядом второй.
И следующий элемент у нас идет убавка. Все точно так же, по аналогии. Только теперь 2 столбика и убавка. Два столбика и убавка. Так вяжем 6 раз эту комбинацию, и в ряду получается 18 столбиков. Сейчас у нас в ряду 18 столбиков, отверстие уже не такое большое, поэтому самое время набить голову наполнителем. Далее у нас идет 15 ряд, и здесь мы вяжем 1 столбик. У меня везде холофайбер. Провязали 1 столбик, дальше делаем убавку. И эту комбинацию мы вяжем опять 6 раз и до конца ряда. Добавила много наполнителя, теперь он мне мешает. Довяжите так до конца, и в ряду получится 12 столбиков. Так, сейчас у меня здесь 12 столбиков, и следующий ряд я провязываю полностью из одних убавок. У нас будет здесь 6 убавок подряд. И в ряду мы в этом получаем 6 столбиков. Смотрите, когда мы до конца довязываем 16 ряд, у нас остается здесь небольшое отверстие из 6 столбиков без накида. Нам его теперь нужно закрыть. Для этого я отрезала ниточку достаточной для меня длины и взяла вот такую толстую иголку с толстым ушком, с широким, чтобы мы могли продеть плюшевую пряжу. И теперь нам нужно каждую петельку эту собрать. Вот у нас есть у петли у каждой 2 половинки, и нам нужна только та, которая ближе к нам. И вот так я за каждую петлю завожу иголочку, и каждая вот эта петелька у меня собирается. Пятая и шестая. Все, по-моему, все я собрала. И сейчас просто тяну вот за эту нитку, и у меня все петельки сомкнулись. Полностью стянулось это отверстие. Рядышком вывожу иглу. И здесь завязываю 1 узелок. Все. Теперь нужно спрятать внутри вязания этот кончик. Пряжа у нас там спрячется в наполнителе и никуда не денется. Все, мы завершили с вами вязание головы. Итак, у меня здесь опять новые эксперименты. В прошлом видео я вам рассказывала, что у меня новый держатель для телефона. Теперь мне приходится как-то с ним найти общий язык. То у меня света не хватает, то вот сейчас пересмотрела первую часть, которую снимала до этого. Смотрю, там какие-то тени от рук. Причем их не видно, пока я снимаю. Потом уже, когда пересматриваю, только заметно. Но я надеюсь, что вам все видно и вам все понятно. Если нет, пишите обязательно об этом в комментариях. Я вам буду помогать. Так, ну а теперь я приступаю к ушкам. Вяжем мы их также, начиная с колечка амигуруми. Вы это уже делать умеете. Сделали колечко и в него провязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. И в следующем, во втором ряду провязываем 6 столбиков. Ушко нам нужно, чтобы было более такое острое, поэтому мы здесь не делаем прибавок, у нас будет закручиваться вязание. И когда мы довяжем до конца, нужно его сразу вывернуть будет на лицевую сторону. 5. И последний у меня столбик. 6. Сразу помогаю себе выворачивать это все на лицевую сторону, иначе потом это будет сделать сложнее просто. Так, в следующем ряду мы вяжем 6 прибавок. Вот, кстати, на этой пряже почему-то проще это сделать. Я когда вязала из желтой пряжи зайку,
И я прямо там намучилась с этими петлями. 2 прибавки. Вот я вижу 3-ю. 4-ю. Так, провязали 6 прибавок. Сейчас у нас в ряду 12 столбиков. И следующие 7 рядов с 4 по 10 ряд мы провязываем без изменения 12 столбиков. Вот такие у нас будут простенькие ушки. Итак, я провязала 7 рядов по 12 столбиков. И следующее, что мы сделаем с вами, это нам нужно провязать за обе стенки вот это ушко. Вот складываем пополам. Сейчас у нас здесь 12 столбиков. И вот мы вводим крючок в одну стенку, в одну половинку ушка, и тут же во вторую. И так насквозь провязываем столбики без накида. 2, 3, 4, 5. Последний 6-й столбик. Так, из 12 столбиков мы сделали 6, провязав за обе стенки. В дальнейшем, когда будем пришивать ушки, нам нужно будет их вот так сложить пополам и в таком состоянии фиксировать. У нас здесь будет так вот красиво оно выгибаться, будет такое более натуральное. Свяжите еще одно такое второе ушко и можете, в принципе, начать оформлять голову. Нам здесь еще нужно сделать, ну, в моем случае я делала реснички, вышивала носик и бровки. Носик я буду вышивать из Alize Softy, но это я вам еще покажу потом, из чего я сделала. Вы можете взять любую другую пряжу, у меня она была розовая, Alize Softy. Вот так вышиваем носик, бровки и реснички. Итак, давайте дальше свяжем ручки. Я начну с верхних лапок. Для этого мы также делаем колечко амигуруми и в него вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6-й столбик. Затягиваем колечко. В следующем ряду делаем 6 прибавок. В каждый столбик провязываем по 2 столбика без накида. В каждую петлю. Так, у меня 3-я прибавка. 4-я. 5-я. И 6-я прибавка. Сейчас у нас в ряду 12 столбиков. Я для себя, как обычно, поставила маркер. И следующие 3 ряда с 3 по 5 мы провязываем без изменения по 12 столбиков. Провязали 3 ряда по 12 столбиков. У нас поднялись стеночки. И теперь вот деталь выглядит таким образом. В следующем ряду, в 6-м, мы вяжем 3 убавки подряд. Вводим крючок в петлю, вытягиваем ниточку. В соседнюю петлю также ввели крючок, вытянули рабочую нить и 3 петли на крючке провязали за один раз. Убавки мы уже с вами делать умеем, но первую убавку я вам все-таки еще показала. Так мы вяжем 3 раза, сделали 3 убавки. И следующие петли до конца ряда 6 столбиков мы вяжем столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у меня маркер, конец ряда, все сошлось. Сейчас в ряду у нас 9 столбиков. И теперь с 6 по 8 ряд, 3 ряда мы вяжем без изменения по 9 столбиков. Когда довяжете эти 3 ряда, самое время наполнить ручку наполнителем, потому что следующий ряд у нас будет с убавками и останется очень узкое отверстие, через которое сделать это будет сложно. Поэтому сейчас набиваем ручку. Она у нас будет на нитяном креплении, поэтому ее набиваем не только вот здесь, но и чуть-чуть повыше, чтобы она красиво смотрелась, не была пустой. Давайте набьем и дальше покажу последний 9 ряд. Так, я это уже сделала. Смотрите, где у меня наполнитель. Он не только в нижней части, как мы делаем это у игрушек, когда пришиваем.
когда ввязываем ручки. Ну и чуть-чуть повыше. И сейчас, когда я сделаю последний ряд и потом еще ряд с тем, что затягиваю отверстие, как раз здесь у нас останется промежуток достаточный, чтобы ручка не топорщилась и выглядела красиво. Так, показываю последний 9-й ряд. Здесь мы вяжем 1 столбик. Далее убавка. И эту комбинацию вяжем трижды до конца ряда. 1 столбик, 1 убавка. И еще раз 1 столбик и 1 убавка. Все, в ряду у нас сейчас 6 столбиков. И так же, как мы делали это на голове, заканчиваем вязание тем, что мы стягиваем с помощью иголки отверстие. Напомню, что у меня вот такая иголка с широким ушком. Обрезаем ниточку и стягиваем отверстие. Так мы связали верхнюю ручку, свяжите еще одну такую же. Так, далее вяжу нижние лапки или ножки, кому как удобнее называть. Также делаем колечко амигуруми и провязываем в него 6 столбиков. Затягиваем. В следующем ряду вяжем 6 прибавок. Специально для съемок видео научилась вязать, держа крючок немного дальше, чем мне это привычно. Я обычно его держу прям вот так рядом. Но тогда вы мне пишете, что кроме моих ногтей ничего больше не видно. Поэтому приходится держать его аж далеко, чтобы вы хоть немножко что-то разглядели. Так, я провязала 6 прибавок. Сейчас здесь 12 столбиков. Не забываем ставить маркер, чтобы не путаться в рядах. В следующем ряду вяжем 6 раз комбинацию из 1 столбика и 1 прибавки. Вот так, 1 столбик. И в соседнюю петлю 1 прибавка. Первый столбик и сюда же 2 столбик. Провязали прибавку. И так вяжем 6 раз до конца ряда. В ряду у вас получится 18 столбиков. Это мы довязали 3-й ряд. Сейчас у нас 18 столбиков в ряду. И следующие 2 ряда, 4-й и 5-й, провязываем без изменения по 18 столбиков. Переходим к 6-му ряду. Здесь мы вяжем комбинацию 1 столбик, 1 убавка. И так повторяем 3 раза. Дальше снова 1 столбик, 1 убавка. И еще раз столбик и убавка. У нас до конца ряда остается 9 петель, и их мы провязываем столбиками без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закончили 6-й ряд. Сейчас у нас в ряду 15 столбиков. И переходим к 7-му. Здесь мы повторяем эту же комбинацию. 1 столбик, 1 убавка. Еще дважды такое провяжем. 1 столбик, убавка, столбик, убавка. И теперь до конца ряда остается 6 столбиков. Их провязываем также столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сейчас в ряду 12 столбиков. И следующие 4. Так, с 8 по 12 ряд, это получается следующие 5 рядов провязываем без изменения. По 12 столбиков в ряду.
Так, я провязала 5 рядов. Вот такая деталь у меня уже получилась, практически готовая ножка. И сейчас как раз опять же самое время наполнить ножку наполнителем. И я это делаю практически до конца. Только здесь уже чем выше, тем менее плотно набиваю. И сейчас у нас в ряду 12 столбиков. И сейчас у нас остается провязать еще один ряд, в котором у нас идут 6 убавок подряд. То есть из 12 столбиков нам нужно сделать 6. Вторая убавка, третья, четвертая, пятая и шестая убавка. Все, ножку мы довязали. И теперь также закрываем вязание, как мы это делаем на всех остальных деталях. Закройте здесь отверстие и свяжите вторую такую же ножку.